доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Рада приветствовать всех новичков своего канала. Заходите, не стесняйтесь. Добро пожаловать. Оставайтесь. Смотрите видео, лайкайте, подписывайтесь. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. А моим подписчикам, моим постоянным зрителям передаю отдельный привет. Большое спасибо за ваши комментарии, за ваши отзывы, за ваше внимание. То, что вы даже ждете мое видео, мне это вдвойне приятно. И я сегодня к вам с новым узором. Узоров с такими ниточками у нас давно не было, да? Так вот, это у нас опять Yarn Art Baby. Это стопроцентный акрил. Моточки небольшие, 50 грамм, 150 метров. И здесь нам производитель рекомендует 3,5 миллиметра брать крючок. Вот, мы берем 3,5 нашу рабочую лошадку. Ну что, свяжем? Так, давайте начнем с какого? Вот с такого, да, цвета. Это очень такая нежная мята. Если хотите посмотреть цвет, да, но камера просто не передает. 623 цвет. Так что, если что, гляньте, посмотрите. Очень нежный, очень красивый цвет. Итак, кто смотрел мои видео, да, девчат, вы знаете, что я набираю небольшие образцы в районе 30 петелек. Сегодня у нас с вами будет образец 29. По-моему, это второй образец, когда меньше 30, да? Ну, я думаю, мы уложимся. Итак, раппорт данного образца 6 петелек. Привет моим подписчицам, кто просил говорить, сколько в раппорте. Я сегодня не забыла. 6 петелек. Так вот, набираем все как обычно. Зафиксировали нашу петельку. И 29 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Вот такой будет образец. Что делаем дальше? Девчата, дальше я вам рекомендую сделать сегодня весь столбик, весь наш ряд столбиками с накидом. Угу. Итак, 3 петли подъема. Раз, два, три. Считаем 5 петельку от крючка. Раз, два, три, 4, 5. И в него делаем столбик с накидом. Помните, да, я говорила, есть узоры. Ну и следующий столбик также с накидом. Узоры есть, которые можно начинать сразу с цепочки. Но так как много новичков, да, мы сделаем столбики. Мы так не запутаемся и не потеряемся. Хорошо? Так, кто уже мастер? Можете начинать с цепочки. Так. Хотя можно начинать не со столбиков с накидом, мы просто отрабатываем, да, так скажем. А можно начинать со столбиков без накида. Тоже вариант. Итак, меньше слов, больше тела. Заканчиваем ряд столбиками с накидом. И я вас встречаю. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот наша дорожка готова. Что делаем дальше? Дальше предлагаю ввести новый цвет. Во-первых, мы еще раз отрепетируем, как его вводить, так? А во-вторых, покажем новичкам, как добавлять новый цвет. Возможно, они не знают. Итак, я сняла одну петельку, получается. То есть у меня остался непровязанный столбик. Вот эти 2 петельки последнего столбика мы как раз вводим новую ниточку. Сделаю большой кончик, да? Итак, ввели. Дальше у меня идут по узору 3 петли подъема. И тут же я сразу же покажу вам, как можно эту ниточку, кончик спрятать в вязании. Я уже показывала, девчата уже знают, но новички, смотрите. Мы крест-накрест, видите, вот так вот делаем нашу ниточку слева направо и провязываем первую петлю подъема. Есть. Потом справа налево обратно хвостик делаем. Провязываем вторую петлю подъема. Есть. И еще раз слева направо петля подъема 3. Есть. Вот таким образом мы, когда провязываем 3 петельки подъема, мы путаем и прячем наш кончик, и с ним уже ничего не случится. Все. Отрезаем, убираем, продолжаем дальше наше вязание. Угу. Так, поворот. Следующий столбик, следующий, мы будем провязывать столбиком с накидом. Раз. Обычный. То есть 2 петельки, 2 петельки. Далее мы делаем одну воздушную петельку. И один столбик снизу мы пропускаем. Вяжем следующий столбик, столбик с накидом. Раз. И еще таких 4 столбика. Итого будет 5. Раз, два, 3, 4 и 5. Дальше мы опять делаем точно так же, такое вот окошечко. Одна воздушная петелька. Один столбик снизу пропускаем и вяжем опять
5 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5. Понятно? До конца ряда самостоятельно. Еще сделайте пару окошечков, и я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, вот. Я довязала до конца ряда. У меня же получилось раз, два, три, четыре, 5 окошечек. Если вы вяжете вместе со мной, у вас будет точно так же. Вот. Последний, получается, окошечко, и мы заканчиваем точно так же, как и начали. Столбик и столбик. У нас здесь точно так же в начале. Столбик для симметрии, да, и 3 петельки подъема, имитация столбика. Все, провязали. Радостные и довольные, побежали на следующий ряд. Итак, дальше у нас идет 3 петли подъема. Раз, два, три. Поворот. А теперь внимательно. Мы вяжем вот в это окошко. И в это окошко мы с вами должны будем провязать веерочком 6 столбиков с накидом. Поехали. Раз, два. Если быстро, перематывайте немножко назад или смотрите начальное видео, я там показываю более медленно. Угу. Ввели крючок, захватили ниточку, 2 петельки вместе, 2 и 2. Так, у нас уже раз, два, 3 столбика, 4 столбика, 5 столбиков и 6 столбиков. Так, пока вяжу, говорю, вы же знаете, да, что можно взять и одной ниточкой, и можно взять любой толщиной ниточки, правильно? Так, смотрите, что делаем дальше. Вот мы провязали 6 столбиков, накид. И теперь в средний столбик, то бишь в третий, да? Раз, два, три. Отсюда он третий. И отсюда раз, два, три. Ну, понятно, да? Мы делаем накид, вводим крючок сзади наперед. Вот так вот, чтобы у нас этот столбик был перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем обычным столбиком, то есть 2 петельки и 2 петельки. Вот у нас будет рельефный лицевой столбик. Продолжаем дальше. Накид. Делаем следующее окошечко, опять веерочек из 6 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Так. И точно так же накид. И вот 5 столбиков у нас. В третий столбик, в средний, делаем рельефный столбик с накидом. Еще раз. Крючок ввели за столбик, да? Столбик у нас перед крючком. Вытянули ниточку и провязали, как обычный столбик. 2, 2. Это и есть рельефный лицевой столбик с накидом. Понятно? Итак, до конца ряда довязывайте сами, потому что несложно. Я вас там встречу. Угу. Так, смотрите. Довязали практически до конца. То есть вот мы сделали веерочек. И у нас есть последний столбик. И в него мы вяжем наш столбик. 3 петельки были подъема, да, у нас в предыдущем ряду. Мы вяжем в него столбик с накидом, но провязываем не до конца, потому что здесь подсоединяем опять новую ниточку. Сильно не тянем. 2 последние петельки провязываем новым цветом. Можно вообще новым, то есть брать несколько цветов, да, то есть узор может быть разноцветным. А можно вот также 2 цвета. Можно оставить один. Итак, что делаем дальше? Дальше у нас тут 3 петли подъема. Раз, два, три. Поворот. И провязываем вот эти вот 2 столбика первых. Провязываем обычными столбиками с накидом. Раз, два. Дальше делаем одну воздушную петлю. Так. И дальше провязываем 2 столбика в последние 2 столбика. То есть мы здесь 2, получается, столбика пропустим. Раз и 2. Так. Потом что мы делаем? У нас здесь, видите, был столбик рельефный лицевой. Видите, вот он у нас. Красавец. Рельефный лицевой столбик. Так вот мы делаем накид и беремся за этот столбик, но наоборот. То есть у нас крючок мы вводим так, что у нас столбик находится сзади. Это называется изнаночный рельефный столбик с накидом. Вытягиваем опять нашу ниточку и провязываем по 2 петельки. Раз, два. Все. И дальше опять. В первые 2 столбика веерочка мы вяжем столбики с накидом. Раз и 2. Одна воздушная петля. То есть мы повторяем вот этот вот наш ряд. Накид. И в последние 2 столбика мы тоже вяжем
столбики с накидом. Раз, два. То есть, если вы посчитаете, да, вот они, раз, два, три, четыре, пять, вот как в самом начале, раз, два, три, четыре, пять, 5 столбиков. Все. Опять делаем накид и рельефный изнаночный. Вот у нас столбик за крючком. Опля, провязываем 2, 2. Красотень, красотень. А дальше самостоятельно. Угу. Давайте. Так, смотрите. Столбики провязаны. Так. И в конце получается у вас 3 столбика здесь было. То есть 3 петельки подъема и 2 столбика. И точно так же и здесь, смотрите. Последние 2 столбика веерочки провязали. И потом кромочный столбик. Все ровно, аккуратно. Идем дальше. Делаем 3 петли подъема. Раз, два, три. Поворот. И теперь мы вяжем точно так же, как мы вязали ряд с веерочками. Да? Вот в это наше окошечко. Накид и 6 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Угу. Дальше вот он наш рельефный лицевой столбик. Мы продолжаем его вязать рельефным лицевым столбиком. Хоп. И провязали. И опять у нас окошечко. И в него мы провязываем 6 столбиков с накидом. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так. И опять рельефный лицевой. Опять ввели крючок так, что столбик спереди. Вытянули ниточку и провязали 2, 2. Не сложно? Вообще классно. И давайте мы вырастим, потому что узор несложный. Дальше вы дадите зелененькой вот такой мятной ниточкой, да, ну, в моем случае. Переключаемся на белую и опять делаем окошечки, веерочечки. Окошечки, веерочечки, окошечки, веерочечки. Выращиваем до нужного нам размера, считаем, смотрим, фиксируем. Договорились? Встретимся через несколько рядов. Давайте. Так, девчат, смотрите. Связала несколько рядочков. Вот такая вот красота. Но четко здесь прослеживается, где изнанка, да? Гляньте, как ровненько, аккуратненько. Лицевая сторона. Небольшой рельефчик, да? Длинного узора за счет этих рельефных столбиков. То есть, видите, чуть-чуть видно. Вот вы, столько много вопросов у меня было по поводу кофточек, что я теперь только вижу в кофточках, да, узоры. То есть это может быть что? Это может быть не только кофточка, это может быть шарфик, это может быть снудик, это может быть пледик, так? А представьте, если это будут разные цвета. Вот вы спрашиваете, куда можно деть остатки цветов? Да вот, пожалуйста, вот остатки ниточек, да? Пожалуйста, можете один ряд одним, второй другим, будет веселенько и классно. Итак, смотрите, мы набирали 29 петелек. Что это у нас получается? Это у нас получается, ну, 17,5, да? Все-таки не 18, 17,5. Если этот же пряжа, это же плотность вязания, этот же крючок, 17,5. И в высоту у нас получается сколько? По 2 ряда, да, на один цвет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 и первоначальный 11. Ну, по самой высокой точке, если замерим, это 11 сантиметров. Я думаю, что шикарно. Думаю, что шикарно, классно получается. Естественно, только немножечко тянется. Ну, узорчик прослеживается, видно, да? Гляньте какой. Сейчас буду думать, как назвать. Так? От вас жду, естественно, лайки. Надеюсь, вам все понравилось. А также комментарии. И не забывайте нажимать на колокольчик, для того, чтобы когда выйдут новые видео. А кто не подписался, подписывайтесь. Будет интересно. До новых видео. Пока-пока.